Всем привет, друзья! Сегодня делаем два в одном. Необычный и очень вкусный салат. Посмотрите ролик полностью, а в комментариях напишите, что же я пытался совместить. Ну а в самом начале нам понадобится одна луковица. Ее нужно будет разрезать на 4 части и постараться нарезать на вот такие вот небольшие тоненькие полоски. Нарезанный лук отправляем в подходящую тарелочку. Добавляем к луку 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки яблочного уксуса. Если у вас нету яблочного, его можно будет заменить обыкновенным 9% столовым уксусом. Далее лук нужно будет залить кипятком. Его добавляйте столько, чтобы он покрыл полностью весь лук. Немножко перемешиваем и отставляем в сторонку на 10 минут, пускай он хорошо промаринуется. Салат сегодня мы будем собирать через салатное кольцо диаметром 17 см. Затем нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Яйца нужно будет разделить на желтки и белки. Желтки у нас пойдут на самый последний слой для украшения, а белки натираем на первый слой на крупной терке. Берем вилку или ложку, кому чем удобнее, и первый слой из белков хорошо выравниваем. Этот слой нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Наверх на белки добавляем слой из майонеза и хорошо его выравниваем. Следующий слой в этом салате будет морковка по-корейски. Как приготовить очень вкусную и сочную морковку по-корейски, смотрите по ссылочке в уголке или в описании под видео. На этот слой из морковки нам нужно будет сделать просто сетку из майонеза. Следующий слой мы будем делать из рыбной консервы. Какую консерву использовать, решать только вам. Я сегодня использовал горбушу. На этот слой идет полностью вся консервная банка. Его хорошо выравниваем, солим, перчим по своему вкусу. Далее, друзья, нам понадобится маринованный лук. Вначале его нужно будет хорошо процедить, убрать полностью всю лишнюю жидкость, которая есть. И только затем полностью весь лук, который мариновали, мы будем распределять равномерным слоем. И этот слой нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Следующий слой у нас будет из яблока. Нам понадобится одно кисло-сладкое яблоко, и его нужно будет очистить от кожуры. Его нужно будет натереть на крупной терке. Один только маленький совет. Я яблоко натирал сразу же в салатное кольцо, в салат на следующий слой, но нужно будет его натереть в отдельную тарелку, убрать сок и только тогда распределить равномерным слоем. Слой из яблока хорошо выравниваем и наверх на яблоко майонезную сетку не добавляем. На следующий слой мы будем использовать 2 плавленых сырка. Их нужно будет натереть на крупной терке. Чтобы сырки хорошо натирались, используем такой маленький лайфхак. Берем терку и с двух сторон ее нужно будет вот так вот смазать подсолнечным маслом. После такой процедуры сырки не нужно замораживать. Они очень легко и хорошо натираются. Ну а после того, как вы натерли и разровняли сырки, этот слой нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Ну и на последний слой мы будем использовать одну небольшую отваренную морковку. Ее нужно будет натереть на крупной терке. После натирания и выравнивания морковки добавляем майонез, и майонез нужно будет хорошо разровнять. Ну а дальше салатик нам нужно будет украсить. Как вы будете украшать, все зависит только от вашей фантазии. Я же беру 4 желтка, которые остались в начале видео, натираю их на мелкой терке. Ну вот как-то так, без фантазии у меня просто получилось украсить сегодня салатик. Если вам понравилось, поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк. Знаю, YouTube их закрывает, но я их вижу. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых роликах. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.